Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, я Роман Головин, канал Лабиринты знаний. Сегодня поговорим о параллельных жизнях. Сегодня очень сильно распространено в интернете и в книгах, что мы живем еще различные параллельные жизни, множество параллельных жизней. У всех версии разные. Сегодня ученые доказывают, что существует много параллельных вселенных, много миров параллельных. И почему-то у всех сводится только к одному, что вот я, Роман Головин, значит таких Романов Головиных в параллельных вселенных может быть множество. Но никто почему-то из ученых, из других людей, ну кто-то, конечно, говорит, но большинство из людей все время говорят, что мы живем параллельные, а не какие-то другие. Это можно сказать и правда, и неправда. Но люди в своей массе говорят именно, что именно такое тело, что мы также выглядим. И просто живем в совершенно других мирах, другие программы. Если говорить о том, что вот именно такое тело, как у меня или как у вас, проживает еще на такой же планете Земля, в параллельных мирах, там множество, да, дубликатов, вдруг мы здесь не справимся, а там эти тела справятся, то тогда ничего страшного. Люди просто не понимают, для чего это нужно. То есть, когда человек не понимает, для чего это нужно, тогда возникают вот такие сказки, фантазии. Вот эти параллельные миры одинаково, они не нужны никому. Вот, как мы знаем уже из ченнелингов Анастасии, из получения вот этой информации, которую мы даем, душа зарождается в тело. То есть оно подключается к телу, оно непосредственно в теле не живет. То есть душа подключается к телу, проживает по программе и набирается опыта на определенной планете, в определенной жизни, в определенных ситуациях. Потом эта душа может уйти или во время еще функционирования тела, либо после смерти тела, у каждого по-разному, все зависит от программы души. И вселиться или подсоединиться к другому физическому телу и получать опыт, нарабатывать карму, либо отрабатывать карму, набираться опыта жизненного, душевно развиваться, открывать сверхспособности. Но это уже другая жизнь, это не параллельная жизнь. Точно таких же параллельных жизней не существует. Это мы очень много раз проверяли у разных сущностей. Если вы попадаете на такие каналы, либо читаете такие книги, просто сразу закрывайте, можно дальше ничего больше не смотреть у этих людей. Эти люди не понимают. Это основа основ. То есть, если человек основу основ не понимает, неважно, кто-то интервью дает по телевизору, кто-то книги на эту тему пишет, кто-то видеоблогер рассказывает, сразу закрывайте, не тратьте свое время, просто идите дальше. А если рассматривать с точки зрения одной души, либо большой души, глобальной души, которая разделяется на множество других более мелких душ, и вот они, да, в параллельных мирах живут, но они все разные миры, разного уровня развития и так далее. Можно тогда сказать, но никто про это не говорит. Говорят именно о параллельных жизнях одинакового тела, одинакового мира. И если вдруг там здесь не справятся, то там будут справляться. То есть фактически одна и та же программа. То есть вот люди какой-то ерундистикой занимаются на самом деле. Душа живет с телом, нарабатывает опыт, уходит, либо тело умирает, душа продолжается дальше. То есть строгое развитие от нуля до бесконечности фактически. То есть создали душу, направили в минеральное царство, царство насекомых, растений, животных и так далее, физические тела, энергетические тела, и пошло-поехало. И душа постоянно набирается опыта, развивается, новые возможности открываются, сверхспособности открываются, нарабатывается новый опыт. Потом маленькие души соединяются с другими душами через сколько-то измерений. Потом еще какой-то этап проходит душа, еще условно, скажем, там 500 измерений проходит, потом опять соединяется, и так до бесконечности. То есть постоянно идет сборка души и разборка души. Собирается после каких-то этапов развития, потом наоборот достигает какого-то уровня, потом опять рассыпается на более мелкие части, другие этапы начинаются, как кто-то называется колесо сансары, да, там одно колесо, второе, третье, и пошло-поехало.
Ну вот, то есть есть программы сложные, есть простые, есть облегченные, есть отдых, есть зал ожидания у души. То есть об этом мы постоянно говорим. И вот в плане того, что мы постоянно реинкарнируем, есть душа, есть сознание, программа, которая закладывается с рождения, есть подсознание у мозга. Тело отработало, все закончилось. Все, что нужно, душа забрала, пошла дальше. Живет в следующем теле, на другой планете, в другом мире. Все выглядит по-другому. Вот, планет очень много существует, про них мы очень часто рассказываем у себя на канале. И как это все выглядит, и как это все работает. Вот, поэтому, если кто-то еще не присоединился к нам, присоединяйтесь. Будете получать истинную информацию, совершенно будете другим человеком. И потихонечку будете пазлики у себя в голове складывать, как это все работает. И таким образом будет более глубокий подход, более глубокие знания, понимание, где вы, зачем вы здесь. Что еще можно сказать? Параллельные вселенные – это вселенные другие. Параллельные миры, они другие. Параллельные жизни наши. То есть, как бы, если есть общая душа, значит, отщепилась родственная душа, то есть близко родственные души. Но это все равно другое. Когда-то мы, да, соединимся в единое целое, но сейчас мы порознь развиваемся. То есть от души, которая души отсоединяется, частички, это близко родственные души, близко где-то находятся. Чем дальше, тем, скажем так, более чужие, как бы, да. Хотя, в принципе, чем выше мы развиваемся, чем быстрее наша душа проходит испытания, уроки, чем быстрее она поднимается, тем больше душа начинает осознавать, что мы все единое целое. Я очень часто это чувство ощущаю, что уже развиваешься до такой степени, что ты понимаешь, что ты с деревом един, вот, что со Вселенной ты един, со всеми душами ты един. Конечно, такое чувство, оно не постоянно, потому что мы еще не очень развиты. То есть надо развиться еще больше, чтобы постоянно ощущать это ощущение. Но это как вторичное, это побочный эффект, потому что многие люди постоянно обращают внимание не на то, что нужно. То есть на единое целое все пытаются понять, уйти в какую-то нирвану, в которой не понимают, что такое нирвана, стать просветленным, тоже до конца люди не понимают, что такое стать просветленным. Вот, что вибрации надо поднять. Это все, ребята, второстепенное. На это внимание обращать не надо. Надо просто развиваться. Развиваться, это все само собой придет. Смотрите наш канал, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии, если есть какие-то интересные темы, вопросы. Обязательно их спросим в ченнелингах. Хорошего настроения. Увидимся в новых выпусках. До свидания.